1000 лет не выпускал ролики на канал YouTube. У нас тут то монетизацию отключили, то еще что-то, тут какие-то теневые баны. Короче, если ждете видосов, просто поставьте лайк, подпишитесь обязательно на канал. Также напоминаю то, что сейчас начал делать запланированные стримы для того, чтобы вы удобно планировали свое время, так что обязательно тоже подписывайтесь. Стараюсь сделать их в 8 часов вечера. Всем приятного просмотра. У нас сегодня мама в 16, 8 выпуск, Арина Кирсанов. Добро пожаловать. Я могу только сказать про одну вещь, это про наших партнеров, да, ссылочка на которых есть в чате, про оранжевых, естественно, да, партнеров, ссылочка есть в чате и в первом закрепленном комментарии, вот это я знаю, да, и сразу видно то, что Максим фрибет свой не забрал, он улын взял, так что переходите, не будь как Максим, поехали. Привет, меня зовут Арина, мне 16 лет, я живу в городе Кирсанов Тамбовской области. Знаете, это как вот когда вот знаешь, вот кто-то хочет больно сделать, и вот прям вот этот голос, он... Почему все говорят, что у меня противный голос? Он прям... Ну, ты чувствуешь вот эту боль, понимаешь? Вот, это, представляешь, каждый день ты приходишь, и вот этот вот голос приятный такой. Привет! Осуждаю. Много говорить о себе я не люблю, Ссылку, кстати, на канал Мам в 16 оставил внизу в описании. поэтому могу охарактеризовать себя коротко. Я ленивая, я ничего не хочу делать, я хочу постоянно лежать в телефоне. Да и ходить в нашем скучном городе особо некуда. В Кирсанове нет ни кафе, ни торговых центров, поэтому моя мечта с детства — переехать в столицу. Москва большая и красивая. Там Красивая, вас уже девать здесь некуда. Девать вас некуда, уже просто уже битком, понимаешь, уже. Я-то в Подмосковье, можно сказать, нахожусь, но сейчас начнется. Сейчас я начну здесь это. Красивая, да везде можно найти нормальную эту и занятие, и все. Не надо рассказывать мне. Красивая. возможности больше, там Возможности, здания да. большие. А развитие больше. Там вообще на Там здания большие. каждом шагу есть магазин. Не то, что в Кирсанове. А еще я представляю, какие в Москве крутые тусовки в ночных клубах, ведь А-а-а. зависать я люблю. И когда в Кирсанове проходят дискотеки, я забываю о своей лени и бегу на них первая. Дискотеки — это весело. Там и куча народу, и познакомиться есть с кем. Там можно оторваться и забыть вот просто о всех комплексах. А комплексов О боже. Короче, я что-то чувствую, что эта серия, вы не зря говорили, что это самая разрывная. Что-то здесь по-тяжелому прям должно быть. у меня много. И все из-за школы. Вот школа — это вот самый больной момент. Во всем виновата школа, а еще город. А еще знаете, кто виноват? Он сам. Да, он вообще во всем виноват. Да, вот он. 100% он, да. И еще виноваты маленькие зарплаты. Но я, правда, работать не люблю, ничего не люблю делать, да. И вот в Москве большие здания. Там, да. Там, конечно, да. Там тусовки, там, да. Там как это... Какая-то, как голландский штурвал будешь. Это... Для меня. Коля Бурашечка, знаешь? И учителя обижали. Одноклассники — это вообще... И ужас. У нас был одноклассники. мальчик Данил. Он меня постоянно бил. Жестко бил. Жестко. Да. Я пыталась сначала понять, за что меня так ненавидят. Ведь я ничего плохого не делала, никого не трогала. Но потом поняла. С ее ростом, с ее анатомией надо волейболом заниматься. Понимаешь, волейбольчиком, каким-нибудь баскетбольчиком на спорте. Мальчик был бы рядом заряженный. Господи. Кристиночка за 3000 рублей подписку оформила, солнышко мое. Кстати, спасибо, ребят, кто оформляет подписки на Бусти. А я всем напоминаю то, что сейчас там контента просто миллиард, понимаешь? Там вот 100 рублей в месяц закинул, 3 рубля в день, да, можно сказать. И пошел налево. Тут смотреть не пересматривать. Тут дальше, да. Тут что хочешь. Кстати, как раз пост вот. Ключики разные там от Таркова. Пост, кстати, от 5 августа. У кого лагает YouTube, да, бывает такое, то, что у кого лагает. Вот, пожалуйста, здесь
все расписано, все показано, видео даже сделали, чтобы все было понятно и четко. 2 кнопочки нажал, в 4К смотришь, да. Так что всем приятного просмотра, спасибо вам за эту поддержку, не только лайком, но еще и копеечкой, да. Что подружиться с одноклассниками не получится, потому что я всегда говорю, что думаю в глаза, и им это не нравится. Мне просто нужно уметь себя защитить. Именно поэтому я записалась в секцию по самообороне. Научилась профессионально драться, меня стали все бояться. Я начала не молчать, а уже... Давайте. Мама же не могла защитить меня перед одноклассниками и учителями. Первое время, когда я жаловалась ей, она приходила в школу, говорила с учителями, но потом она вообще мне сказала, что я сама во всем виновата. Арин провокатор, то, что учителя просто так с пустого порой. Мать моя женщина, ты просто мне ответь на один вопрос. Ты куда дубасишь? В пятку или куда? Это просто, что происходит? Что творится там? Тоже не буду переливать. Она сама прогуливала школу, вела себя плохо. Ей там было неинтересно. Вот если бы я ее в клуб отвела, она бы там осталась. Мою маму зовут Наталья Александровна. Ей 37 лет. Мне в этом году 37. Она всю жизнь работает продавцом. Зарплата у нее 60 тысяч рублей в месяц. Сколько? Для нашего города это считается много. Да это для нашего города считается как У бы меня немало. отношения с мамой всегда были плохие. Я не понятно. чувствовала от нее поддержки и заботы. Ну, мама меня оскорбляет. Она иногда говорит то, что я там плохая, то, что я некрасивая, что я страшная. Ты же, говорит, конченая! Она же 100% и дома ничего не делает. Может быть, у 100%. нее ненависть из-за того, что я похожа на отца. Мама с папой развелись, когда мне было 4 года. Но я помню, когда отец жил с Ну и нами. батя тоже на диване. Пивная отдельная, мотострелковая диванная дивизия. Молодец, с пультом. Что? Ну, нормально. Это было ужасное время. Родители выясняли Как Ленин. отношения на моих глазах практически каждый день. Ну, у меня детство то, что вот все в побоях, все в крови. Отец Арины, он поднимал руку на меня, мог поднять при детях. Я собралась детей 37 лет. Что с вами происходит? Что такое? и ушла. Моего папу зовут Дмитрий Витальевич. Ему 36 лет. Вот, ну вот это ближе к истине. Он сейчас живет в Тамбове, и у него другая семья. После Дмитрий Витальевич, как вообще, как мы докатились до такого, что в 37 лет нас называют по 36-37 по имени-отчеству? Я не хочу этого, я не хочу и не буду. Да. того, как родители развелись, мы с отцом не общались. Но пару лет назад, когда я сильно поругалась с мамой, я решила назло ей уехать к нему жить. Ну, когда я приехала, А мной он мне не батя открыл говорит. дверь. Ни он, ни жена его. Я Прикинь, в глазок смотришь, а там вот чупакабра. Ну и все, конец. Если что, я к девочке 0 вопросов. Это как, это же актриса, она специально себя так ведет, да, 100%. слышала, что она там что-то говорила тише, кто-то звонит, и не вышел никто. Ничего не сказал. Несмотря на то, что папа обижал маму, да и фактически наплевал на меня, я всегда мечтала о полноценной семье. Какая полноценная семья? Вы чего, сумасшедшие? Что это такое? Какого? Что? Когда это снимали? Почему у вас новогодние украшения висят? Дождик этот или еще что-то? Что происходит? Вы чё? И об отцовской любви. В моей жизни должно быть мужское внимание. Защита, опора, который мог бы сходить и заступиться за меня. Этого мне как не хватает. Так не работает. Знаете, что говорили мне? Будут проблемы, сынок. Решай их сам. Давай. Да, иди спортом занимайся и сам разбирайся со всем. Я даже завидую Вот и своей всё. младшей сестре Алине. Она, Алине. когда папа уходил О боже. от нас, была еще совсем маленькой и ничего о нем вообще не помнит. Я знаю о нем только его имя. Че у них у всех с глазами? Что с вами, люди? Вы че, я не пойму, какой-то зомби-апокалипсис, что ли, снимаете? Это что такое? И все. Мама мне про него ничего не рассказывала. Мне бы не хотелось о нем ничего знать.
Алине постоянно. 14 лет. Она учится в 8 классе. У Сколько? нас с ней отвратительные отношения. Она зануда и ябеда. Но маме это нравится. И она говорит, чтобы я брала с нее пример. Моя сестра злая, невыносимая. Я ее терпеть не могу. Посмотри на сестру. Она и учится, и профессию себе выбрала. Ты посмотри на нее. Ну, она учится, и хорошо, пусть учится. То есть, как бы, если... Дверь открыта вообще. Говяжьи глаза эти, да, бессмысленные и беспощадные. Алина учится хорошо, это не значит, что она добьется чего-то в будущем. Она, может быть, сейчас доучится, там, 9 классов, не знаю, в 10 поступит, ее оттуда отчислит, там будет дома лежать, маме мозги выносить. Вот тогда мама поймет. Особенно часто приводить Алину Какая же в она пример мама конченая, стала боже. последний год. Ведь она до сих пор не может мне простить, что я после 9 класса не захотела учиться дальше и забрала документы из школы. А. Я почувствовала облегчение, что все, что наконец-то я закончила школу, которую я не могла терпеть столько лет. Смотришь. Я, пользуясь случаем, совершенно случайно хотел бы напомнить, что сегодня у нас уже 23 число. А это значит, то, что до начала учебного года осталась всего неделя. Я календарь, я календарь, я календарь, я календарь. Подожди, рано. Фальстарт. Фальстарт, да. Я сразу вам говорю, я вас всех поздравлю. Все как всегда в Heart Insight, в нашем телеграм-канале, вот здесь будет записан. Вот здесь. Вот он, телеграм-канал, можете сразу подписаться, будет записан отдельный кружок. Я только одну линейку пропустил, я проспал. Да, каждый раз у меня есть традиция, как у мужиков есть в баню традиция ходить там на Новый год, да, как в этом фильме. Вот, я человек простой. Увидел линейку, сразу туда пошел, потому что вот эти лица утренние школьников, радостные, счастливые и веселые, я пропустить не могу, да. Поэтому всегда хожу и над старшим угораю. Я говорю, ты учишься, да, сынок? Учишься? Молодец. Я говорю, папка пошел спать. Все, я говорю, мы своих 16 лет отучились. Хватит, даже не 16, там больше. Да, говорю, молодец, набирайся знаниями. Пошел и уснул. Знаешь, как хорошо? Очень хорошо. Мне надоело готовиться к нормативу. Надоело готовиться Чему? к физкультуре, ко всему. К учебе вообще к этой долбанной. Я считаю, что 9 лет отучился, хватит. Правильно. И так сойдет. Тоже Теперь верно. я сижу дома и ничего целыми днями не делаю. Только время от времени хожу на дискотеки и постоянно ругаюсь из-за этого с мамой. О, нагулялась? Да. Ты что дверь ломаешь? Я не ломаю, постучалась нормально. Постучалась нормально? Да. Ты где была? Гуляла. Ну вот иди гуляй дальше. Меня вот это вот порой даже раздражает. Хочется ей сказать, что куда ты лезешь, это моя жизнь. Арина меня не слушает, совсем неуправляемым стал. Никак вообще не блин. Я не понимаю, у матери возраст между 35 и 60 колеблется. Что происходит? Что с вами, люди? Раздражает. Я это ничего, мое ругание там, наказывание. Она считает себя взрослой. О, ля! А ведь я действительно уже взрослая. У О. меня даже парень появился. Это Коля. Ему 24 года. О, боже. У нас с ним очень романтическая история знакомства. Очень Он подсел ко мне в романтическая. маршрутке и начал заигрывать. Ну, а что мне, смотрю, О, это будет потрясающая серия. Колян, давай, брат. Я в тебя верю, родной, давай. красивые, глаза красивые, волосы тоже. Типаж вроде хороший. Мы про одного и того же человека говорим, нет? Или как? А вот мне Коля изначально не понравился. Он и мне Чё-то изначально он не понравился. страшный. На самом деле он страшный. Но Коля сразу Сейчас серьезно? За красоту хочешь поговорить? узнал у меня номер телефона. Начал постоянно звонить мне, комплименты говорить. Иногда мы виделись. Он дарил цветы, ухаживал. И я сама не поняла как, но влюбилась в него. Потом он для меня стал красивым, добрым. Меня понесло. Каждый день хотела с ним видеться. Коля работает в Москве, занимается проектированием офисов в банках, зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц. Ох, График у него 2 недели рабочих и неделя выходных. На свои выходные он приезжает в Кирсанов, и мы гуляем вместе. ты понял, что она замутила? Он на недельку приезжает. Короче, да?
Денежек ей. И она 2 недели. I am Miami, bitch. Понял, да? Это же гениально. Гениально. Правда, недолго, Хитрая. потому что он всегда уезжает домой к маме, в поселок Балыклей. Это час езды от Кирсанова. Нравится мне там жить еще. Хорошо, удобно, весело. Я, кстати, вот одобряю, Мама на это- самом деле, без шуток, сейчас без сарказма говорю. С радостью бы уехал на годик в тишину, где покоя и никого нет. Очень-очень. бы. Также рядом. Ну и Прям сразу. там родственники тоже. Колину маму зовут Татьяна Николаевна. Ей 50 лет. 54. Она работает упаковщиком на птицефабрике. Зарабатывает 30 50 тысяч рублей в месяц. У Коли также есть старший брат и 2 старших сестры. Но они уже живут своими семьями. Колины родители тоже расстались, и отец уехал жить в Москву. Вообще, я с ним прожила почти 22 года. Пить, да, пил. Безбожно пил. Орал на детей. Извините за выражение. Называл. Извините. По-всякому. Я уже почти 6 лет живу без него, и я рада тому, что Ну, он просто опять 25 кошек, обоссанные углы. Но если пил, это надо все правильно сделала, что от ушла. меня Молодец. ушел. Ну, поначалу мы вроде с ним общались нормально. К нему в Москву приезжал. С ним там гуляли. Новый год даже справляли иногда вместе. А потом что-то как-то общение усугубилось. Из-за Усугубилось. личного недопонимания. Без того А вот с усугубленное. мамой у Коли прекрасные отношения. Он постоянно спешит домой, чтобы ей во всем помогать. Это, конечно, правильно, но мне хочется, чтобы он больше времени проводил со мной. Конечно, под А сиськи еще меня сидят. бесит, Это что правильно. Коля меня со своей мамой не знакомит. Я не понимаю, почему Коля не знакомит меня со своей мамой. Ну, не знаю, может, он меня стесняется. Ну, как-то не особо. Я не пойму, это сейчас что, реклама была внизу какая-то? Это типа на канале такую вставку рекламы делали? У нас на канале нет рекламы. Нету у нас на канале рекламы. Вообще нету. Да, здесь она будет. Лех примонтирует. Да, но это не я, это Леха, это монтажер. Да, я вообще здесь ни к чему. Я уверен, что навсегда это девчоночка со мной. Поэтому я особо не готов ее Девчоночка. с мамой знакомить. Зато со своей Просто посмотри. мамой я Колю познакомила сразу. И он ей Она, наверное, не знает, куда сбагрить ее. даже вроде понравился. Нормальный парень. Взрослая. Она Кружки все грязные, зачуханные. Чай какой-то мутный. Господи Иисусе, что вообще за... с ним изменил, стал спокойнее. Ну, у всех есть парни в этом возрасте. И я разрешила. Но вот последнее время у нас с Колей отношения испортили. Слушай, кого-то он мне напоминает, Колян. Я вот вижу вот этот ворот засаленный, вытянутый. Никак не могу понять, кого он мне напоминает. Кого-то, вот знаешь, когда вот грязный ворот, такой вот он весь вытянутый, такой зачуханный в дырках на футболке. Кого-то он мне напоминает. Я вот пытаюсь все вспомнить. Не могу понять, кого. Там, правда, футболка другая немножко, да, не серенькая, а там другая. Ладно, неважно, да, поехали. И вот уже как месяц он даже не приезжает в Кирсанов. На выходные остается в Москве. И меня это жутко бесит. Да, что звонишь? Ты что, ты руки с меня перестал Ты брать? губки. Занят, дела, работа. Ты вообще я соскучилась. Я боюсь, что в Москве у Коли появилась другая баба, что мне придется воевать за него, опять добиваться его. Я готова пойти на все, чтобы он был со мной. Может, Коля, конечно, и решил меня бросить, но у него теперь сделать это так просто не получится. Ведь я жду от него ребенка. Мне больно видеть белый свет. Мне... Дети подземелья. Что это? Что, тебе точно 16? Вы что, сумасшедшие все? Постепенно я как-то уже, я не помню, как это случилось, я оказалась везде. Напиши Арина плюс Коля равно любовь. Что, говорит, с Я ума сошла? сперва, конечно, насчет этого подумал. Типа, мне ей 16 лет. Вот. Ну, потом подумал, ведь 16 лет это как не... Как вы думаете, что бы на такой доске у меня в родном городе было бы написано? Могу подсказать.
Там бы было не написано, а скорее всего нарисовано. 100%. Во всю доску. Это вот к бабке не ходи. Просто 200%. Как уже тоже человек взрослый. И у Большая самого бимба. есть голова на плечах. Голова. Обдумать это решение. Солевые головы. После того раза сексом мы стали заниматься при каждой встрече. Маме я, конечно, не рассказывала о том, что больше не девочка, ведь я ей обещала, что ничего серьезного между нами с Колей не будет. Поэтому ей знать об этом не обязательно. Тем более, что мы сразу решили не предохраняться. Коля отказался использовать презервативы. Ой. Он не хотел этого. Он говорил, что с презервативом больно, что неприятно, ощущение. Чего? Чего он сейчас сказал? Больно? От чего? Да какие друзья? Особенно молодые ребята. Я вас очень погашу. Предохраняйтесь, не слушайте никого. Будьте счастливы, все должно быть запганиловано. И не надо вот это вот ощущение, не ощущение. Снял, взял, о, так вот. Полбу. В общем, ты понял меня. Что давай без этого. 100%. Потому что я тебя знаю, ты сейчас начнешь это. Да, давай я покажу, как надо. Да, давай папа покажет, как надо. Да. Тихо! Все, приятного просмотра всем. Никаких не будет. Ну, я как-то Наслушается этих. предохраняться особо не люблю. Мне это не нравится. Никогда их не использовал и даже в дальнейшем не собираюсь. Ну, правильно. А я и не настаивала, ведь на самом деле... Там, в принципе, что может быть? Ну, максимум СПИД, ВИЧ, ну, там, гонорея, я не знаю, там, гонконгский сифилис. А так что еще? Да ничего, в принципе, особо страшного. Я очень хочу создать с Колей семью и родить от него ребенка. Я планирую Кого? то, что я забеременею и буду жить с Колей. Мы поедем в Москву. Будем жить в своем доме или в своей квартире. В доме Коля в будет Москве? работать. Сначала у меня ничего не получалось, но вот уже около 2 недель, как у меня не начинаются месячные. А еще я вдруг стала какая-то слишком нервная. У меня постоянно стоят слезы. Там меня обзовут и сядут плакать. Я почитала в интернете, что задержка и перепады настроения – верный признак беременности, поэтому не Я почитала в интернете. Как только я слышу эту фразу, это все равно, что я спросила у подруги. Я один раз зашел почитать, почему может нерв на лице дергаться. Я вам клянусь, я полночи не спал. Я в потолок лежал, смотрел и уже, в принципе, готовил завещание. Все, я понимал, что мне конец. Не надо этого делать. Не надо, ребята. Чего? Монохромные близнецы? Сумасшедшие? А при чем здесь монохромные близнецы? стала ничего ждать, а просто купила тест, сделала его и увидела долгожданные 2 полоски. Понимаю, все, я добилась, все, Коля мой будет, все, я беременна. Мама была на работе, а вот Алинка была дома. Можно я ее поставлю на превью? Я очень хочу вот это лицо. Можно, пожалуйста, передайте Мидусу, кто делает превью. Я очень хочу, чтобы вот это лицо стояло на превью. Потому что, ну, это просто потрясающе. Такое, знаешь, вот оно должно быть. Чисто такое. Чисто топовое превью, потому что серия лучшая вообще из лучших. Алинка была дома и заметила, что я чему-то радуюсь. Покажи. Мариш, ты чё? Тебя мама убьет. Не убьет, не умничай. Я не умничаю, просто ты... Да, может, ты... А может, еще посмотрим. Я считаю, что Ариша полный потому что... Что с глазами в этой семье? Я еще раз спрашиваю, что с ними? Что это такое? Что с вами происходит? Я не пойму, может, у вас там какой-нибудь этот пришелец живет, который с вас жизненные силы пьет. Что вы делаете? Или вы бухаете всей семьей круглые сутки? Ей всего 16 лет. Какая беременность? Она еще не готова стать мамой. Сама ничего не понимает. Я, конечно, понимаю, что мама меня просто убьет, поэтому я и пока ничего говорить не буду. Больше сейчас я переживаю из-за реакции Коли. Башку можно, нет, помыть? Я когда вот такие волосы вижу у девушки, это мне дурно становится. Под кран можно просто запихнуть голову и просто ее поколтыхать там. Немножко хотя бы. Ведь он пока ничего не знает о беременности. Эдмонд, Пытаюсь ему дозвониться, но он сбрасывает звонки. спасибо за В сап. Кирсанов он уже почти месяц не приезжает. Небось, с каким-нибудь дружком в Балаклее тусуется. Понятия не имею, как мне теперь с ним связаться.
Да вот, думаю, ехать в Кирсаново, решать эту проблему, типа, разойтись по-мирному. Ну, я свободный человек, привык сам все делать. Она то с мамой там познакомится, то жить вместе, то еще что-то. И меня это особо напрягает. Сейчас тебя напряжет. Когда мама пришла с работы, Алинка, естественно, сразу же наябедничала. Я понимаю, что мама все равно бы узнала, но хотя бы не так быстро, и у меня было бы время собраться с мыслями и Просто что-нибудь жесть придумать. И что делать теперь? Дать тебе эту сумку А что делать? Муравью приделать. Что делать? Все. в голове. 100 тысяч, как говорится, по голове. 100 тысяч, как говорится, сами себя не это. Что там за хрючево, я не пойму, наварено. Они плиту даже поймите. У них 3 бабы в доме, они плиту помыть не могут. Посмотри, что у них творится. Мать по 60 тысяч получает, вы что, не можете обои какие-нибудь ссаные, моющиеся поклеить? Ты просто посмотри, что в доме происходит. Это же чисто блатхата какая-то. Это чистая блатхата, вот реально блатхата. Это просто, это песня. Если бы каждый из них внес копейку в дом, здесь бы можно было евроремонт дома сделать. Рожать, что делать? Ты что, с ума сошла? Нет. Тебе 16 лет. В 16 Знаешь, у сеструхи, короче, вечный фейспалм. Вы не слышала? заметили? Не Нет. заметили? Тебе 16. Чисто капа фейс. Всегда вообще покер фейс постоянный. В вечном шоке. 15 лет. В 16 мам тоже рожает, и ничего не случается, да. и воспитывают, и все. Ты вообще как собираешься? У тебя ничего нету, ни образования, ни мозгов, как оказалось, вообще нет. Мам, рожу и воспитаю. Роди, воспитай, но чтобы была одна полоска. Как-то Да. нет. Нет. Чего? Я тебе все сказала. У вас А наследственное, я что ли? сказала, не будет. Пойди сюда, я не договорила. Все, до свидания. Я в шоке. Ей 16 лет. Какие дети? А тебе 37. Она сама еще ребенок. Если честно, я вообще не удивилась маминой реакции. Я знала, что именно так все и будет. И это она еще не знает, что Коля не выходит на связь. Не хочу ей пока говорить, и так проблем с ней хватает. 2 часа Набирай 112. Алло? Да, можно, говорит, ставку поставить, за сколько, говорит, кто первый, во-первых, найдет Колю, а во-вторых, за сколько времени. За 20 минут или за час? Да. Коля телепортируется туда. мама меня не трогала, но потом пришла в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить. Ариш, как так вообще получилось? Ну вот так. Ну, я тебе рассказываю, говорит. Значит, он взял свой, засунул в меня. Да, и, в общем-то, вот так вот все и получилось. Конец. Так захотелось мне детей, вот так вот получилось. Ты понимаешь, что ты всю жизнь себе испортил? И поэтому, я думаю, надо сделать аборт. Пока срок поэтому- какой. Я не буду делать аборт. Завтра пойдем в Произошло. больницу, узнаем, и по-быстрому сделаем, и все, никто не узнает. Никакого не будет аборт, все, иди отсюда. Нет, Да. я тебе сказала. До завтра. Завтра в больнице на Не аборт. пойдем в какой Разговор окончен. Я против аборта, потому что это живая жизнь, и убить ее это то же самое, что ты возьмешь ножку и зарежешь человека. Осуждаю тебя! Бестолочь, ты что несешь? Эй! То же самое. Какого материнства я не вижу, Ты, чтобы был думаю, 16 такое лет. вообще не Конец приветствуем. может быть матерью, тем более Осудительный Коля момент. быть отцом. Я не вижу их родителями. Я вижу один вариант – это аборт. Я считаю, что это нормально. Мне все равно, что говорит мама. Я решила рожать, значит, буду рожать. Ой, господи. Я поняла, что мама от меня не отстанет, поэтому утром я встала раньше всех и по-тихому смылась из дома. Пусть мама сама идет в больницу, если хочет. Я позвонила подруге Веронике и договорилась с ней о встрече. Я беременная. А мама сколько? Пип-пип-пип-пип. Да, давай, говорит. Маме привет. Что сказали? Мама на аборт, как всегда, отправляет, а Коля на связь не выходит вообще. В принципе, все как всегда. Знаешь, я поддержу сторону твоей мамы. О. Рано. Блин, молодец, пацан, Не зря очки поддержала, спасибо. Мне вот сейчас на данный момент обидно. Я хотела поддержки хотя бы от Вероники, но она тоже от меня отвернулась. Я не понимаю, почему все от меня отвернулись. Беременность — это ж не конец Интересно, света, это почему? наоборот. Конечно. Я даю жизнь новому человечку.
Когда мама ушла Кому ты даешь жизнь? Кому? Очередной ячейки общества, который будет в шоке на протяжении всей жизни? Ты чего? Прекратите дурить. Вы что несете? Господи. на работу, я вернулась домой и решила еще раз попробовать дозвониться до Коли. Поработать надо. Да. И на этот раз мне повезло. Ты Мне когда повезло. приедешь? Мне надо с тобой поговорить. Я завтра как раз на поезде в 12 буду. на поезде в Дальний Восток. Хотел поговорить как раз. Хорошо. Я верю в то, что завтра, когда мы с ним увидимся, Что это за звук был? я верю в то, что завтра... Хорошо. Я верю в то, что завтра, когда мы с ним увидимся, он будет рад беременности моей, я ему об этом скажу, он будет счастлив. Пересекаться с Из мамой, мамки, а из утром матки. опять убежала и сразу поехала на Вот он. вокзал. Еле дождалась 12 часов. Как Егор же я по любовник. нему соскучилась. Ну что ты меня не целуешь, не обнимешь? Без этого. Что случилось? Да, подумал, расстаться надо, что ли. Да? А то как-то что, ничего не Ты получается. серьезно? Да? Серьезно? На, серьезно. Да? Ты не верил? Серьезно? Я с тобой сама хотела поговорить. На, смотри. На, И занюхни. чё это? Тест на беременность. Не видишь, что ли? Давай без этого, не толкайся. Мне не нужны сейчас дети. Что, да? Толкаться. Все. Алло, алло. Это телевидение? Я вам, говорю, сейчас такую историю расскажу. Не поверите. Можешь забрать и на похвал себе оставить. Это банально. Меня это так взбесило, у меня злость, агрессия на него. Я его хотела убить прямо на месте. Типа, какой ребенок? Типа, Не надо никаких эмоций никогда. Ребят, вы поймите, вот я сам это понял, но понял уже ближе к 35. Там все просто. Я человек, говорит, простой. Не надо там вот это вот, о боже мой, нет ты, нет я. Просто взял, вот так вот. Вот так вот взял. Так вот. Алло? И он, Коля, сам придет. Его даже привезти могут, кстати. Есть под Оренбург. надо самим подняться сперва, потом уже деть. Пришла с предъявами, с такими, типа. Да. Даже не знаю. Ну, она все это закрутила, пусть сама и разбирается. Сама еще ребенок, еще детей хочет. Не в мою вахту, так сказать. В твою, Да. Коленька, в твою. Сейчас они обратятся Что куда скажет следует. мама? У меня просто опустились руки, и я начинаю Ай, думать, что, Господи. возможно, мама была права. Мама была права, опять все к маме. О боже. Я сейчас с Колей разговаривала. И что? В общем, он в меня тест кинул и ушел. И что теперь делать? Да что угодно уже можно делать, мне все равно. Вот ничего другого я не ожидала. Я знал, что так все повернется. Вот вообще на него я не рассчитывала. Какая-то, знаешь, безысходность. Я просто вот смотрю выпуск, прошло 21 минута, это с ума сойти можно. Вообще никак. Это просто... Я не знаю, что мне на данный момент делать, потому что я осталась одна. Сейчас я уже думаю и об аборте в какой-то степени, что сделать аборт. Потому что я не нужна. Утром мы с мамой поехали в клинику. Ночью я вообще не спала, все время плакала. Мне очень обидно, что Коля так отреагировал и что бросил меня, несмотря на беременность. А еще я поняла, что все равно хочу родить этого ребенка. Эмоциональные качели пошли. Да, беременность есть. Она находится в полости матки. Но у вас 2 плодных яйца. Как в Лас-Вегасе. Молодцы, ребята, молодцы. Двухочковый, как говорится, да. Поехали. Что это значит? Что Это значит то, что сектор приз на барабане. Да, молодец. Что значит? Это двойня? Да, действительно, у вас двойня. По Шейки размерам эмбриончиков у вас сейчас 8-9 недель.
сердечки обоих эмбриончиков бьются и соответствуют менструальному 2 дотера, пожалуйста. сроку. Кошмар. Конечно, для меня такой нонсенс. Мать Я поддерживает чувствовала как себя может. виновата перед тем, что вот я Даблшот. хотела заставить делать за это. 2 детей чуть не убил. Ну что, доигрались? 2 детей. И что ты теперь делать собираешься? Воспитывать, растить. Все, я не хочу с тобой разговаривать. Я тоже. Я задумалась, как я теперь буду одна с 2 детьми. И мне стало страшно. Мама, конечно, продолжает меня пилить, но про аборт больше не заикается. И я, несмотря на весь ужас ситуации, Опять сидит. Все сидят. Не пойму, там кто-нибудь работает, нет в этой семье, что-нибудь кто-нибудь делает? решила рожать. Трудно поверить, что у меня уже скоро закончится первый триместр беременности. Чувствую я себя паршиво, так как у меня начался токсикоз. Меня воротит не только от Это когда ничего не делаешь и начинается, ой, что-то мне как-то вот подташнит, ой, это, ой, то. Работать всем, работать. самой Так оно и еды, есть. но даже от ее запаха. Коля не появляется больше, сам не звонит и на мои звонки не отвечает. Я очень скучаю по нему и по-прежнему верю, что он просто испугался ответственности и со временем все поймет и вернется. Там, верю в то, что он меня любит, что он меня обожает, что он там скучает по мне. Да, он тебе только что недавно это Фотографии сказал мои буквально. пересматривает. Я думаю, что у нас будет все хорошо. Фотографии, да, пересматривает. Сегодня мы с мамой идем на первый скрининг, на котором моих малышей проверят на пороки развития. Я много читала о всяких Если что, это вот это слово, оно, знаете, оно с годами, это такой очень тонкий, ну, локальный мем нашего канала. Слово развитие для меня это, знаете, вот очень тяжелое слово. разных проблемах при беременности двойней. И поэтому сейчас очень переживаю, все ли с ними в порядке. Так, у вас монохориальная двойня. Оба малыша соответствуют вашему менструальному сроку. Сердечки у обоих малышей бьются. По ультразвуку у нас с вами все хорошо. Скрининг заключает в себя, помимо ультразвука, еще сдачу крови. Совокупность этих 2 мероприятий. Слышь, они, походу, реально все под хмурым. 100%. Вообще просто не вынимая, причем дубасит. И у нас получается скрининг. По результатам скрининга я с вами созвонюсь и расскажу, что делаем дальше. А как вообще беременность протекает? Все Феноменально. нормально? Беременность протекает хорошо, малыши развиваются хорошо. Я рада, что у меня Даже с они детьми все развиваются. хорошо. Я счастлива. Потому что и в интернете я начиталась всяких Ого. ужасов, то, что двойни, то, что там срастаются они, не срастаются. И мне стало страшно, и я ждала, чтобы могу. слышать слова, что все хорошо. После УЗИ я решила очередной раз попробовать дозвониться до Коли. Так хочется поделиться с ним радостью, но телефон по-прежнему не отвечает. Похоже, он добавил меня в черный список. Не знаю, Через как мне все отлетаешь. это выдержать. Я сегодня, Пока кстати, я тоже звонила, добавил. к маме пришла соседка, тетя Катя. Они с мамой часто сплетничают, и я знаю, что про мою беременность и Колю тетя уже в курсе. Коля, Боже, тебе сколько лет? Я не пойму, что происходит. Тебе сколько? 25 или 75? Я не понимаю, что это такое? Что? Я не понимаю. На камеру специально вы где таких нашли? Людей? Это же невозможно. Файн смайл, ну ты видел? Нет? Видел? Здорово, родной. Да это же просто, это потрясающе. блин, послал, ничего не надо. Как ничего не надо? Ничего не надо, говорит, иди, где там встретились, там поругались. Попробуй его припугнуть. По-хитрому как-нибудь. А как припугнуть? Все был по... Идиоты, в полицию надо позвонить, в полицию, понимаете? То, что было проникновение в возрасте непотребном. обоюдном согласии у них. Надо в полицию тебе. Я тебе говорю, все было по обоюдному, он же не насиловал. Что я им там скажу? Ой, подруга, я даже не знаю. Ну, я попробую его припугнуть, может, по 10. Нет, там по обоюдному согласию, да, вот это есть, но... Он так-то хлопненький, послушный. Может.
Нужно поговорить с Колей, напугать его, чтобы он понял, что я не шучу, и жил с семьей, и все нормально. Ради Аринки я на это пойду. Не знаю, о чем они говорили с тетей Катей, но сразу как она ушла, мама попросила у меня Колин номер телефона. Да, как говорит, Наверное, Коляну номер. собирается ему позвонить. Ну и хорошо. На меня он трубки не берет, может, хоть маме ответит. Прозвон, Коля. Да. Привет, Коль. Это мама Арина. Здравствуйте. Мне нужно с тобой поговорить. Как, говорит, в камеру входит, знаешь? Ну, я вроде Арине уже все сказал. Я тебя очень прошу Все лежат. и поговорить со мной. Это очень. Ну, давайте на следующей неделе поговорим, так как я в Москву Бизнесмен. скоро уезжаю. Ладно, Одни когда бизнесмены приедешь с везде. Москвы, тогда и встретимся. Ну, я встречусь, конечно, но и поговорю. Ну, стрёмно, конечно, то, что я услышу, но бегать я точно не буду. Да, сейчас вообще актуально бегать. Самое актуальное вообще. Что можно придумать, это бегать начать, да. Мама мне рассказала о телефонном разговоре с Колей, и всю неделю я с нетерпением ждала, когда же они наконец встретятся. И вот сегодня утром мама сказала, что Коля приехал и готов встречаться. Я хотела пойти с ней вместе, но мама не разрешила. Сказал нет, то, что это там важная разговор будет важная встреча. И поэтому меня оставили дома. Разговаривать с Колей я хочу одна, а Аринка не нужна, там она эмоционально все воспринимает, поэтому она будет только мешать. Что теперь делать будешь? Ну, как получилось? Вообще-то я не планировал. Это, может, она планировала. Я ей говорил, что В это... смысле ты не планируешь? А ты еще не знаешь, что у меня будет двое? Нет, пока Да, еще представляешь, у вас будет двое. У тебя два Коля, пути. Коля. Или жить с Ариной, семьей, или в тюрьму. Я не шучу. Ты меня понял? Да, понял. Чтобы Арина этого не знала. Этого разговора. Надеюсь, у тебя голова на плечах есть. Да. И ты меня услышал. Я не шучу. Я в шоке, чё. Еще плюс удвоение. Ну, а какой теперь-то есть выход? В полицию как-то неохота, да и сидеть тоже неохота. Так что, ну, получается, буду ее терпеть. Он очень испугался, он не хочет в тюрьму, поэтому он будет делать, чтобы не сесть туда. Когда мама вернулась, ничего толком не рассказала. Говорит, в Просто тюрьму нельзя, я красивый. сообщила, что все прошло хорошо. Я надеюсь, что разговор мамы с Колей подействует на него хорошо, и что он вернется. Он Хорошо. осознает, что я ему нужна, что мы будем вместе. О, боже. Это просто, это просто... С начала второго Что триместра вообще? токсикоз меня резко отпустил. Я стала нормально есть и чувствую себя И отлично. вообще, вы видели подушки эти? Второго триместра Что это такое? Что здесь вообще происходит? Ты посмотри просто на вот это. Сколько эта наволочка не стиралась? Сколько? Год? Два? Я не знаю, сколько? Что это такое? Вы же девочки. отпустил. Я Ну, стала чушь нормально чисто. есть и чувствую себя отлично. Я делаю все, что делаю в 60 обычной тысяч жизни, месяц. забывая о том, что я беременна. Коля пока так и не Они объявлялся. постирать И не если могут, честно, просто я вещи. уже начала терять надежду. У мамы спрашивать ни о чем не хочу. Думаю, она сделала все, что смогла. Ого, Кто звонит? Коля. Серьезно? Да. Включи на громкую связь. Алло, Алло, привет. привет. А чё ты звонишь? Поговорить надо. Чуть жопа, чем дело пахнет. Когда и где? Давай, приходи через 2 часа в парк и тут поговорим. Да, хорошо. Хорошо. Ну ты сходи, веди себя там хорошо. Не надо там ему ничего. Не выделывайся. Поговори нормально. Я еще раз спрашиваю, что у вас в хате происходит? Что это такое? Да, хорошо. Надеюсь, что мы помиримся, что мы будем Конечно. вместе, что у нас будет своя семья. А у Коли выбора Эти нет. 2 часа тянулись жутко долго. Я приехала в парк раньше времени и еле дождалась, когда появится Коля. Но ему решила свою радость от встречи не показывать. Ну что ты звал? Расставил все точки над «и», короче. Проконсультировался у юристов.
И понял то, что бутылка в 5-й точке, она неизбежна. Это 100%, говорит. И решил помириться, может быть, дальше что-нибудь будет. Попробовать Cool постараться. story, Боб. Так мы вместе? Ну, как бы, да. У меня радость, у меня счастье. И все, и у нас будет семья. Сразу в голове первое, что прилетело в голове, семья. Да, Я, конечно, потрясающе. благодарна маме за то, что она поговорила с Колей, но думаю, что На самом деле, как бы это смешно не звучало, но есть обратная сторона медали у всего вот у этого. Причем почему-то мало кто об этом думает. Вот мамка Кольку напугала, да? Колька такой, ну ладно, хорошо. Все как бы, ну вот так вот, да? По обоюдному согласию. Все там он и детишек сделал. Кто-то сказал семья. Тихо. Вот. Он детишек сделал, вот они сейчас распишутся. Дальше Коля, после того, как они расписались, может, знаешь, что сделать? Прийти прям туда, к маме с дочкой, на стол просто положить вот такую бимбу, сказать, что, не ждали папку, поехали. И там просто будет... Вот почему-то об этом вот никто не думает. он и сам просто осознал, что любит меня и хочет растить наших детей вместе. Да, он Я осознал. по-настоящему счастлива. Что выйти можно в 35. Настоящая любовь и семья. Да. Настоящая любовь. У меня уже 21-я неделя беременности. Чувствую я себя просто прекрасно. У меня появился небольшой живот, а недавно я почувствовала шевеление. Если вот, как врачи объясняли, в животе Че она так изменилась, я не пойму, что с ней произошло? Она после рехаба, что ли? в шевелится смысле? один ребенок в одном месте, Ну, то и- здесь у меня их два, и они у меня в двух разных местах могут шевелиться, как будто по всему животу. Я все-таки решила продолжить учиться и поступила в техникум пищевого производства. Правда, учусь я там пока дистанционно, и мне это нравится. С Колей у нас все хорошо, хотя он практически здесь не появляется. Он по-прежнему работает в Москве, а приезжает только на редкие выходные. Мне его очень не хватает. Я хочу с ним Гений. жить, я хочу свадьбы, я хочу, чтобы он мне сделал предложение, чтобы мы просыпались вместе, Сейчас, чтобы я ему адмирал, готовила кушать, чтобы мы воспитывали детей вместе. На самом деле, мне, так сказать, на нее, ну и в принципе приезжать даже не особо охота. Сегодня у меня второй скрининг. На нем я узнаю пол детей. Я очень хочу девочек, а Коля говорил, что хочет мальчиков. Или вообще? Было бы прикольно, если бы у меня было и девочка, и мальчик, но 98% однополые двойня рождается. Поэтому будь кто будет. Наконец-то я узнаю, кто там у меня живет, мальчики или Какой девочки. киборг просто. Так, ну что, сейчас посмотрим, кто у тебя здесь. Хоть Пам-пам-пам-пам, бы Коляныч, молодец. Мальчики, чекай. Так, ну, я здесь вижу мальчиков. Привет. 2 мальчика у Два тебя Коля. будет. А я буду сама рожать? Ну, в твоем случае, скорее всего, что будет кесарево сечение, В твоем случае. потому что монохориальная двойня, то есть одна плацента. В связи с этим роды разрешают путем кесарево сечения. Ну, мальчики так мальчики. Мальчиков нам не хватает в семье. Вообще. Надо разнообразить девочек мальчиками. Доктор также сказала, что с моей беременностью все хорошо и что малыши развиваются соответственно сроку. Я помню, я один тоже фильм смотрел, и там, значит, сидит компания, и тоже мужик заходит, лысый, говорит, надо разнообразить девочек мальчиками, да, и дальше я выключил, даже смотреть не стал, ужасно, ужасно. И это самое главное. Как только я вернулась домой, сразу решила позвонить Коле, чтобы обрадовать, ведь он хотел мальчиков. Да, привет. Алло, Да, привет. да, привет. Я сегодня ходила на УЗИ, у нас будет 2 мальчика. Понятно. Классно. Ну, типа, радость, мальчики, 2 мальчика. Ну, прикольно. Ты когда приедешь? Через день. А потом уеду. Матери помогать. На год. А может, я с тобой поеду к твоей маме? Я с ней познакомиться хочу. Давай, приеду, поговорим. Мне кажется, что его отношение ко мне несерьезное, потому Блок что через. его мама скоро станет бабушкой и сразу 2 детей. Но он меня с ней знакомить не хочет.
Хорошо хоть, что он приезжает. Надеюсь, мы поговорим, решим все вопросы и начнем, наконец, нормальную совместную жизнь. Коля наконец-то приехал в Кирсанов. Мы уже второй день не расстаемся. И для меня это настоящее счастье. Я так хочу, чтобы Че у него со спиной? он не уезжал, и мы всегда были вместе. Что происходит? Коль, когда мы жить вместе будем? Чуть позже. Чуть позже это когда? Завтра заработаю. Да ты никогда не заработаешь. Никогда. Ты меня вот этим вот своим «я скоро заработаю», точнее, никогда, бесишь меня уже, раздражай. Я не могу, меня сейчас прорвет. Что вот это вот такое? Что это за торпеда лежит? Что происходит, а? Что это такое? Что вот это такое? Господи, что это за... Ай, боже. Их можно в угол просто поставить, они стоять будут нормально. Аиш. Хорош. Успокойся, Вась. Я сказала, Давай. я сказала, ты снимешь для нас квартиру. Если ты не снимешь, ты сейчас отсюда. Я ушу, я шучу. Счастливого пути. Давай. Опять дебильные отмазки, то, что нету денег и все такое. Мне это категорически надоело. Все живут вместе, почему бы мне с ним не жить вместе? Почему он этого боится? Ну и отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели. Ну а что ты ведешь себя как Как ты? Если мне жить... получше. Так, а что тут происходит? Ну, а Что это за... Что случилось, я свидетель. Руки распускай. Он со мной жить не хочет. Я сколько раз говорил, чтобы себя так вести не надо. Она беременна. У нее уже приличный срок. Ты себя так ведешь. Я с ней связался. Если бы можно было, Нахер, оно говорит, мне все это надо. конечно, все вернуть, я бы даже эти отношения Я бы не даже не начинал. макал. За свои поступки надо отвечать. И он все равно за него ответит. Просто так ничего не пройдет мимо. Все бесполезно. Сломаем Коля себе снова жизнь, и ушел, Коля. и я чувствую, что он никогда не будет со мной. Мама меня успокаивает, говорит, что все наладится. Но я в это Как носки постираешь, так все наладится. не верю. Алло? Я позвонил Коле, договорился о встрече. Он хочет с ним все обсудить. Насчет будущего вообще, о совместном проживании. О, Какие вообще Боже. планы? Коль, вам Мать надо как мафиозик. расписаться. Если Мафиозник. тебе не нужны проблемы с полицией, до родов ты должен снять квартиру и обеспечивать Арину. Да. И своих будущих детей. Чтобы вы были мужем и женой, и дети росли в семье полноценной. Арине об этом разговоре знать не обязательно. С работы, если что, я тебе помогу здесь. Ты меня понял? Да, понял. Все. И Коляныч из перспективной работы в Москве за 100 штук сейчас усандолится туда. Сидим, коробочки для пластилина клеим. И будет вот это вот лицо прекрасное. И там еще второе дома. Видеть пожизненно просто. Я, кстати, надо обязательно тоже на превью поставить. Тут целый набор. У них только один вариант – жить И знаешь, как написать? Хмурая семья. вместе, расписаться с семьей. Я не вижу каких других путей. Влип я не по-детски. Да, Ну, конечно же, придется расписываться В после маргарин таких просто. заявлений. Коля мне неожиданно позвонил и предложил встретиться. У меня Неожиданно. особо нет настроения его сейчас видеть, но поговорить нужно. Вдруг он понял, что был неправ. Надеюсь, он попросит прощения за свое Извинись, поведение. Привет. Привет. Я более ублюдочной серии никогда не видел. Ты представляешь, на чем семью мать строит? Мама просто конченая, я не знаю, реально конченая. Жи, это тебе Зачем она мне? подарок примирения. Чтоб ты опять пропал, примирение. Да нет, я вот решил расписаться с тобой, на роспись подать. Только роспись и все. Ну, а что еще-то? Ну, я хотела свадьбу, хотела красивые кадры, хотела там, не знаю,
фату, платье, как Красивые кадры у вас скоро появятся, 2. у всех, чтобы гости были, чтобы было Гости все были. классно. Ну, свадьба это дорого, мама. Давай просто распишемся. Давай Всё. просто распишемся. Я все равно счастлива, что Коля осознал, что он делает мне предложение, что я стану его женой, а свадьбу потом отметим как-нибудь. Я тоже так думаю. Я, конечно, не так себе представляла следующем браке. предложение руки и сердца, но это не так уж и важно. Главное, что мы, наконец, будем по-настоящему вместе. Это просто... Сегодня у нас с Колей очень важный день. Мы станем мужем и женой. Он специально взял в Москве 4 выходных, чтобы расписаться и побыть рядом с Я не пойму, у вас это... Что мной. с вами Он специально происходит? взял в Москве 4 Почему он весь грязный пришел? Смотри, пятна на футболке. Что за чушпаны? Откуда вас взяли? выходных, С какой чтобы подворотни? расписаться и побыть рядом со мной. Че, не могли его... Он постричься не мог, Коля? Просто за 300 рублей зайти, за 300. Моя любимая прическа. На роспись мы пошли вдвоем. Мама работает, а больше нам никто и не нужен. Бель. А-ла-ла-ла-ла. На-на-на-на-на. На. Тихо! Коль, ты рад? Да. Очень. Я очень рада, что этот день настал. Наконец-то я буду его женой, он теперь от меня никуда не убежит, никуда не денется. Но теперь только мой. Я как-то не особо этого хотел. Ну, из-за проблем на что только не пойдешь. После ЗАГСа мы пришли домой. Мама накрыла праздничный стол. Правда, никого кроме нас не было. Даже Алинка и та ушла на какие-то очередные курсы. Праздничный стол, кстати, на свадьбу. Ну и хорошо. Она бы только все испортила своим занудством. Какие планы теперь на будущее? Где жить собираетесь? О боже. Ну, думал, Красный цвет, мой любимый, да. Я когда вижу красный цвет, сразу мне очень нравится. работать чуть-чуть и все остальное. 25 недель беременности. Ждать нет возможности уже. Этот вопрос, мам, не только тебе интересует. Предлагаю Я жду, кредит когда взять. твой муж будет теперь уже муж законный, будет помогать. Он в шоке сидит. Покупать Ну, своей я- беременной жене фрукты, витамины. Ну, сейчас с делами дома разберусь. Маме вот последний отдал на ремонт. Ну, следующий, как я получу, тогда вам скину. У него никогда нет денег. Я ему оплачиваю дорогу, Денег. постоянно дают денег. Он то маме поможет, то ему еще что нужно. На арену нет вообще никаких. у него. Что мама по этому поводу думает? Ну, я еще пока и не говорил, и потому что к этому вопросу надо подготовить. К таким. Дай мне на... Мамка сейчас просто настолько обрадуется. Дай мне номер ее, я сейчас ей скажу. Вот и познакомились. Не надо пока. Нет, Не дай надо, мне не номер надо. телефона. Я хочу, чтобы она была в курсе. Я хочу. Что ты женатый человек. Я хочу. И что у нее будет внуки. Ну, как говорится, говорил, там уже сами думаете. Алло. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Это кто? А я мама Арины. Звоню, чтобы сказать вам, а вы в курсе, что у вашего сына будут дети от моей дочки? Такого быть не может. Это бред. Я бред не несу. Он ее законный муж стал. Вы знаете? А она его жена. Я Бах! даже не знаю, что вам сказать. Я вам больше скажу. У них будет двойня. 25 недель беременности уже, это точно. Если постараться, может быть и тройня. Я звоню, чтобы что-то решить с вами. Коль вам не рассказал, я хочу, чтобы вы были в курсе. Я бы в ЧС закинул сразу. Всех причем. Сказал, как хотите, так и живите. Помогали как? Конченые. Вы мне больше не звоните. Этот бред Что, говорит, пьяные, что ли? я слушать не буду.
До свидания. До свидания. У меня, говорит, печка скоро развалится и дом пополам сложится. Вы, говорит, все, мне названиваете. Деньги, говорит, хотят. Ты что, с ума сошла? Говорит, вон я в кастрюльке воду кипячу. Почему я должна нервничать? О, давай. Сколько можно-то уже? Когда-то мне нужно успокоиться. Меня и так передрях столько, что я уже... Эмоции мои закончились. Бросил трубку. Это что, нормальная реакция твоей матери? Крутите барабан. Ну, я Она говорит, что это все бред. Я предупреждал, А о что чем? надо было подготовить ее. Что не надо звонить, я сам с ней поговорю. Я очень возмущена. Я думала, у нее адекватная мать. Ну, Такая как-то семейка всё конченых нормально. просто. Но она мне слов не дала сказать, бросила трубку. Меня расстроила реакция мамы Коли, но мне главное, что Коля мой муж, а я его жена. И теперь Коля будет только моим. И никакие его мамы уже этому не помешают. Это просто... На следующий день Коля уехал в Москву. Я попросила у Это него лучший денег, выпуск. ведь живот растет, и мне нужна новая одежда. Он обещал выслать в ближайшее время. Я верю, что он сдержит свое обещание. Моим малышам уже 26 недель. Чувствую я себя хорошо, только живот становится с каждым днем все больше. И от этого мне тяжело, и появился страх. И я стала бояться перевернуться или что-то не так сделать. Поэтому мне приходится просыпаться ночью. Не, ну реальная проблема, кстати, когда на кровати постоянно лежишь, ничего больше ни хрена не делаешь в жизни, в принципе, да. Это реальная проблема, потому что ты думаешь, вот если перевернусь, вот что будет? А это проблема. Переворачиваться на бок, как мне хочется лечь, и ложиться обратно спать. Я начала разговаривать с детьми. Постоянно им рассказываю что-то. Мы с мамой уже даже имена мальчикам придумали. Решили назвать Мы с мамой имена мальчикам придумали. Понял. их Миша и Коля. Я хотела посоветоваться с Колей по поводу имен, но он мне по телефону сказал, что ему все равно. После нашей росписи он еще ни разу не приезжал, и никаких денег тоже мне не переводил. Я напоминаю то, что Николаевич, по-моему, у него отчество, потом он Николай, и еще будет Николай. И меня это все просто выводит из себя. Меня злит это раздражает, то школьное все. Я хочу нормального отношения ко мне. Мама меня во всем поддерживает, и я ей за это очень благодарна. А сегодня она предложила мне поехать рожать. Они, короче, ресницы сделали. Я понял, что произошло. Им голову помыли и наклеили ресницы. Все, я понял. В Москву, и это У очень них круто. лицо появилось Ну, сразу. а тебе это не сложно будет организовать все? Значит, Потому что на Коле надежды нет, он ничего не делает. Ну, значит, надо будет искать, созваниваться, завтра все узнавать. Потому что нам нужно, чтобы все было в порядке с детьми и с тобой. И, конечно, можно родить и здесь, но я считаю, что нам надо поехать в Москву. Там медицина лучше, у Ариши будет кесарево, ей 16 лет, двойня, и поэтому для меня это все страшно. И тем более у нас Коля, там готовь родственники бабки. живут. И я хочу, чтобы она родила в Москве. Мне будет так спокойнее, хотя бы немного. Я очень рада. Прописка, говорит, сама себя, она московская. Как бы не сделать. Потому что дети родятся в Москве, они родятся в столице, в большом мегаполисе. И я очень счастлива, что это произойдет. Ночью Это я, как лучшее. обычно, последнее время спала плохо и все мечтала, как поеду в Москву. Обязательно позвоню сегодня Коле и расскажу о наших с мамой. Что происходит? Я не могу, ребят, вы мне что хотите, говорите, что это такое? У нас хрюшки, когда были, у них и то чище были эти кастрюли в деревне. Планах. Думаю, он тоже будет Тазики. этому рад. О! Подруга. Чипи-чипи, Да, чапа-чапа. Что делаешь? Посуду мою. А что случилось? Да вот я с Санькой в каменных рядах гуляла, там в кафешке Коль твоего увидела. С девчонкой как сидит. Ты серьезно? Вообще в Москве, кстати, самый топ. Да, кого-то увидеть, поехали. Прозвон пошел. У меня фотка даже есть. Скинь, пожалуйста, фотографию. Да, сейчас. Давай. Давай. Опа, Чиназас. Вот он. Сюда. Да он вообще
сидит с другой бабой, когда я дома жду беременной его. Я готова растерзать и его, и эту бабу. Просто на месте. Это просто жесть. Я ведь даже не знала, что он в Кирсанове. То есть он приехал и мне не сообщил. Просто не представляю, что я сейчас с ним сделаю. Да ты... 28, говорит, раз нож соскочил. Говорит, что сделать, мне ничего не понятно. Ты никто просто в этой жизни. Понимаешь? Ты чушпан. Можешь только на прыгать. Ну, вообще-то я не должен перед тобой отчитываться. Должен. Я твоя жена вообще-то законная. По закону. Ну, вообще-то я женился из-за того, что мама пригрозила твоя. Да он охренел. Мне сейчас настолько больно. Я его ненавижу и терпеть уже не могу из-за этого. Я сама справлюсь без него. Буду жить без него. Воспитаю детей без него. А мама? Не могу поверить, что она так могла со мной поступить. Давай, рассказывай, что случилось? С кем случилось? Вот что случилось. Захожу, а он там сидит, чаи гоняет. В кафе с бабой. Где зубы, Коля? Это точно Коля, это не Миша? Грохочет гром. Что? Что? Так же нет. Ровно. Сказал, Чего что... пролета? Сказал самое главное, то, что расписался со мной из-за тебя, кстати. И, короче, сказал, что ты угрожал ему полиции. Арин, я просто хотел помочь вам, чтобы все было Помогла. нормально. Нормально. Я ж не- Вообще, когда в отношения лезут мамы, подруги, папы, сиси, писи, все остальное, это всегда приводит только к хорошему, да, 100%. Да, всегда, когда вы начинаете рассказывать про ваши проблемы вашим друзьям, знакомым и родным, это 100% джекпот, это просто к бабке не ходить. Зла тебе желать, ты понимаешь это? Ну вот тебе нормально, вот я рада. Я считаю то, что все Чего? из нее. Потому что если бы не она, было бы все сейчас хорошо. Мы бы не ругались, и, возможно, нас уже и не было. И я так не страдала сильно, как я страдаю на данный момент. Кого бы не было. Мне жалко свою дочь, но я считаю, что я поступил правильно. Я все равно настаю на своем. Я не знаю, что делать. С Колей у меня все кончено, и маму я теперь вряд ли смогу простить. Впереди я вижу сплошной мрак. Мне сейчас очень плохо. У меня уже Пошла начался тепленькая. 3-й триместр беременности. Я сильно набрала в весе, прибавила уже 20 килограммов. Живот, мне кажется, стал просто огромным, Сколько? и иногда мне тяжело даже наклониться. И вообще из живота тяжеловато ходить стало. Если раньше я могла очень быстро ходить, то на данный момент я этого не могу делать. Потому что у меня там 2 ребенка, они начинают шевелиться и сильно шевелиться, чтобы мне не давать это делать. Я просто начинаю задыхаться. Поэтому из дома я практически не выхожу. Да и настроения гулять совсем нет. Да. Коля с тех пор так и не объявлялся. Сначала я жутко злилась на него, а теперь хочу, чтобы он вернулся. И даже готова его простить. Пошла эта ебатория по второму кругу. Он опять не отвечает на мои звонки. Почему ты не берешь с меня трубку? Когда ты выйдешь на связь? Меня это раздражает. Пошла. Что ты опять шумишь, нервы трепишь своим детям? Мать не Зачем работает ты это никогда? Я не трепу никому нервы. Что опять происходит? Но Давай он на совет связь не выходит, меня это бесит. Ну, кто знал, что он такой окажется? Кто знал? Никто не знал. Ты Никто. должна подумать о Мама своих его. детях, а не о том, Помогите. Коля, что там и куда. Понятно? Я знаю, что мама права. Я еще, конечно, злюсь на нее, но понимаю, что она все делает ради меня. Без нее я бы точно не справилась. Ну, она и материально помогает, и физически, и морально, и вообще во всех планах. Вот, то есть, по сравнению с Колей, Коля ничего не делает, а мама делает все. Она мне и Колю, и всех заменяет. Абсолютно. Ну, я не знаю, Тело как она чисто будет с лежит на детьми, диване. потому что сейчас, мне кажется, она никак вот не может. Она Сейчас вообще, как говорит, без никакая. меня на шаг ступить не может. Она говорит, вообще просто обморочная. Да. Я уже перестала дозваниваться до Коли. Сама понимаю, что он не ответит.
А вот мама неожиданно решила поехать к его матери. Я тоже хотела, но она меня отговорила. Потому что не помощь, ничего, они меня везде заблокировали. На телефонные звонки никто не отвечает, ни в социальных сетях. Я поехала в Балаклей. Я мама Арины. Это как она так в квартиру зашла? Я поняла, что вы мама Арины. Проходите. Как мы будем дальше жить? Детей растить, кормить, поить? За чей счет? Ну, вообще-то она ваш ребенок. Да. А Коль ваш сын? Да, Коля будет помогать. Когда? Но это мы с ним сами решим уже. Нет. Сейчас мы будем решать все вместе. Коля, вы. Я сюда приехала за 100 верст вот в эту гору. Вам сколько лет? 50. Это 50 лет в таком жить? Ну, Вам... Ты сейчас серьезно? Ты сейчас серьезно про дыру хочешь поговорить? Ты видела, что у тебя дома вообще творится? Самой не стрёмно? Вам не нравится? Нет. Ну, знаете, тогда я вас не держу. Вы знаете, в чем проблема? Надо работать. Она же конченая. Если вы не можете работать, надо заставить своего сына работать. Я работаю, да еще как работаю. Вы работаете. И Какие что? вопросы? Дальше что? Вы когда будете помогать детям? Меня интересуют деньги. Ой, ну, знаете, помогать детям. У меня он не один. У меня что? есть еще дети, которым надо тоже помогать. У меня нету денег на данный момент. Мне жалко Колю, мне жалко детей, но я же не солнышко, я не могу обогреть всех. Не в том возрасте, чтобы как бы еще этих содержать. Я не дам Так давайте вы не Я- будете сейчас орать. Я это буду во-первых. делать то, что считаю нужным. Это мой дом. Я вам Пусть здесь всё по дыра. телефону- Не Это надо. не дом, Закройте это рот, такое пожалуйста, дерьмо. сейчас. Я не закрою. Вот и Поехали. идите отсюда Понятно? тогда. Меня Всё. не будет До никто свидания, запятнать. до Нет, свидания. Вы сейчас позовете своего сына. До свидания. Нет, Я вы не сейчас буду. позовете Так. своего сына, и мы будем решать вместе. Севиль. Я не уйду отсюда. Я решу сейчас вопрос. Когда вы будете обеспечивать детей? Давайте мы закончим это. Нет, мы не закончим это. Вот Пусть собирайте. все люди Я не буду. посмотрят. Я не буду Ну, разговаривать. зовите Нет. своего сына, мы сейчас Я не за нашим буду. круглым столом Я не обсудим. буду. Я не буду общаться. Нет, вы Всё. пообщайтесь со мной. До свидания. И не буду я ничего делать. Не За будете? такое отношение не буду. Вы будете делать. Не буду. Я вас заставлю это делать. Раз вы не можете Меня своего сына. заставить делать? Да, я Это заставлю. ваш ребенок. Да? Да. А Коля ваш сын. И что Моему дальше? ребенку 16 лет. А Алло, наряд, вызовите, пожалуйста. Мне в моей квартире угрожают и не хотят выходить. Ай. Хана отсюда. Все. А вашего Так никто не 25. заставлял ее раздвигать ноги в 16 А лет. вашего тоже свою мотовик Так, доставать. естественно. Что же вы ничего не сделаете? А что я должна вообще делать? Пошло напряжение. Повлиять на своего ребеночка. Ну, если он не хочет жить с вашей дочерью. Да? Да. Так надо было как-то объяснять ребенку, что да, когда ты ложишься с парнем в постель, от этого могут быть дети. Надо как-то объяснать это. Не, а как? Не надо уходить. Давайте пообсудим все, вы посидите. Не надо меня трогать. А то что? Хорош. Вот он, сладенький пришел. Сладенький. Ты мне моего сына не трогай, так я тебя трону, поняла? Сладенький. Пошло горячее! Это было потряс. Трон. Тебе горло-то перегрызу, поняла? Ты как трап топором Отойди. обоих. Все. Еще. Педофил. Так хорош снимать. Понятно, хорош снимать это все. Уберите отсюда. Я тебе тронь Тебе их отсюда. Идет процесс! я тебе сейчас буду. Тебе, ну-ка, шапка с моей сошел. Но если так, ну, чисто по закону, она ее первую тронула, вот эта вот, которая в гости приехала, если чё. Как бы она ее за руку взяла, тронула, все, а дальше уже там пошло. Пусти мне руку. Хорош Что вообще мать, что просто. сын, одного поля ягодки. Дыра. Яма, и они в этой яме сидят. Ничего они не будут делать, а он для своих детей ничего делать не будет. А после увиденного мне от него даже денег не нужно. Я ему могу подавать. В среду я не подаю дурной тон. По субботам Чего? В среду я не подаю дурной тон? буду.
Эстонская народная Короче, я поговорка. ненавижу эту семью, и вообще в моей жизни я их... Я всегда поражаюсь теми бабами, которые кидаются на мужиков, на любых. На любых. На самых даже додиков, доходов, я не знаю, там, на самых конченых. На что они рассчитывают, ну вот, о чем думают такие женщины? Вот вообще, в принципе, вот, которые поднимают на любого мужчину руку. И потом они сидят и скулят то, что им дали по башке. Я не могу понять никогда вообще, сколько мы этих выпусков смотрели, сколько всего этого уже увидели. Что? Причем это и в жизни, это и везде. О чем женщина думает, когда она поднимает руку на мужчину? Непонятно. Вообще непонятно. Их просто нет. Они для меня ноль, без палочки. Все без просто. палочки, да. Вчера мама вернулась поздно, а Сейчас утром как рассказала мне про коврик все, с что мышью слезами произошло. залью. Ну а после обеда к нам неожиданно заявился Коля. Не факт, что это мои дети. Все равно Конечно. тест ДНК сделаю, когда они родятся. Я не верю своим ушам. Коля ведет себя как настоящий козел. Прекрасно знает, что это его дети, но будто бы специально меня выводит из себя. Ну, конечно, вы такие вещи чудите, творите. Сейчас Коля тоже будет отрываться, на самом деле. Здесь такая двоякая ситуация. Я никому вообще не сопереживаю, ни тебе, ни ему, но если уж так по-хорошему, ну, как бы, Коляныч-то это... Да, вы такие вещи задвигаете. Коля просто решил вам тоже немножечко это дать просраться как И у следует. него это отлично получается. Я просто в бешенстве. Не думала, что он окажется таким подлым человеком. Арин, успокойся. Поехали. Встаю. Без нервов, слышишь? Конечно. Без нервов. Дети не твоим. Без нервов. Ты слышишь меня? Да я поговорю с ним сейчас сама. Дети не твои. Я с тобой все это время Без рука. была. Без рука. Ты так поступаешь, как последний. Я тебя ненавижу. Успокойся. В такой момент я его просто хочу убить. Я не знаю, что еще с ним сделать. Осуждаю. Я терпела долго, я руки не распускала. Ты сейчас серьезно? Но он пришел мне и говорит, сделаем тест ДНК детям. Да ты один у меня в постели, извините, был. Больше никого не было. И ты говоришь, что я изменяю и что дети не твои. Я его просто ненавижу. Пусть теперь только попробует хоть на метр приблизиться ко мне. И к детям я его тоже не подпущу. Оператор бедолага в этой серии просто искренне тебе респект. Он бегает там как фильм голливудский снимает. Никогда. Чисто без руков, да, отдыхает. Прошла неделя. Я все никак не могу смириться Егор, с ты тем, видел, что да? Коля оказался таким подлецом. И что самое ужасное, что я все равно по нему скучаю. Мне даже самой страшно признаться себе в том, что я все еще надеюсь на него. Хорошо еще, что сейчас не так много времени думать о нем. Роды приближаются, а успеть нужно массу всего. Мы с мамой уже купили почти все, что понадобится малышам на первое время. На следующей неделе мы поедем в Москву. 3-й скрининг. Я еще раз спрашиваю просто по-человечески, почему она не работала все это время? Че она 9 месяцев эти делала? Ладно, 7, ладно, 6, полгода. Она что делала вообще? Просто лежала, тело свое бренное на кровати распластала. Я пройду там. И я хочу, чтобы до нашего отъезда у меня все было готово. Вчера мы с мамой приехали в Москву и остановились у наших родственников. А уже сегодня мы идем к врачу на 3-й скрининг. Надеюсь, что мой постоянный психоз из-за отношений с Колей никак не повлиял на беременность. И с малышами все хорошо. Арина, у вас 2 малыша. Угу. Первый малышочек лежит с правой стороны, головкой вниз. Сейчас мы послушаем сердечко. Второй малышочек лежит головой вверх, вот здесь, с левой стороны. Мне всегда было страшно. Сердечко от этих звуков. второго малыша. Вообще жесть.
А нам на прошлом УЗИ Я говорили... вам серьезно говорю, это очень страшно. Ты вообще просто, ты знаешь, как там вот это вот начинается... 2 мальчика было. Что у нас будет? Посмотрим. На да. самом деле их Сейчас мы не 2, посмотрим. а 3. Для вас сюрприз. У вас 2 девочки. Понятно. Вот Как одна можно девчонка ошибиться там. так? И вторая тоже. Мишскую. Девчонка. Можете Все на диванах будут лежать, кто работать будет? посмотреть на своих девчонок. Дай бог еще стримерами станут, это вообще конец. Сейчас все у них хорошо. По кровотоку тоже все хорошо, водичку в норме. Мы рады. Я всю беременность ходила, носила мальчиков, а тут мне говорят, что у меня 2 девочки. Я ж купила все на мальчиков. Как так-то? Да, это, конечно, нежданчик, но на самом деле я рада, ведь Нежданчик. сначала я очень хотела именно девочек, и вот моя мечта сбылась. После УЗИ я сдала анализы и пошла на прием к врачу. И там меня ждал очередной сюрприз. Из-за не очень хороших результатов анализов мне порекомендовали лечь в больницу на сохранение. Поехали. Не зря я спешила купить все для детей, как чувствовала, что до родов домой могу уже не вернуться. Поехали. Я уже целый месяц лежу на сохранении. У меня ничего не болит, только живот иногда подтягивает. И в целом чувствую я себя хорошо. Хочется уже поскорее бы все вот это вот закончить и перейти на новый этап материнства. Я чувствую себя мамой, я беспокоюсь о детях уже на данный момент. И поскорее бы с ними встретиться, чтобы уже ухаживать за ними самой и все делать для них. Коля Я за очень все это хочу время так пошутить, ни но не разу и буду. не позвонил. Он даже не знает, где я и что со мной. Очень И я хочется. наконец понимаю, что его это просто не интересует. Мама ко мне постоянно приезжает, и я этому рада. А вообще мне уже ужасно надоело здесь лежать, и я надеюсь, что меня отпустят до родов домой. Тем более, что я действительно чувствую себя нормально. Ночь прошла как обычно, а утром со мной начало происходить что-то непонятное. У меня в животе что-то лопается, из меня течет ручьем вода. Меня отправили на осмотр. На осмотре врач сказал, что у меня преждевременно отошли воды, и значит, надо рожать. На меня надели специальный халат, поставили КТГ и повезли в операционную. Же сидевшие в 16 есть? И у меня начались... О боже. Значит так, YouTube не особо любит вот эти все вот эти... Да, вот это вот мне 18+ даже повесили, сказали, эротический контент, да. Вот, поэтому, чтобы не было этого контента, мы немножечко промотаем. Там все вылезли, я так понял, все живы, все здоровы. Поехали дальше. После родов прошла уже неделя, а мы все еще в больнице. Это все из-за того, что мои малышки родились недоношенными, и первые дни провели в реанимации. Но сегодня нас, наконец, выписывают. Сейчас За выхаживают. нами приедут мама и Алина. Коле я тоже дозвонилась, чтобы сообщить, что он стал папой. Но его эта новость не впечатлила. Когда я спросила, приедет ли он на выписку, он сказал, что он не приедет. Коля конченый, конечно. Ему это не надо. Конкретно. Он не хочет этого всего. На выписку я не мог приехать. Ну, помогал матери по дому. Угу. Ну что, как, Подумал. научилась? Да, более-менее получаться стало. Не тяжело будет? Они зимой очень смешные, когда вот совсем маленькие их зимой заворачивают, они как это, понял? Как этот, как самца. Да, конверт завернули просто. Лежит, вообще не шевелится. Не знаю. Может быть, кто-нибудь Одни поможет. носы торчат. Но постараюсь сама. Я думаю, получится все. Ну что, пойдем, готовы? Да. Под голову бери. О боже. Так, здравствуйте. Здрасте. Поздравляю. Какие маленькие. Поздравляю. Спасибо. Как же я рада их видеть, даже Алину. Она-то, в отличие от Коли, приехала, и я из-за этого очень благодарна. Спасибо, ребеночек. Под голову. Как себя чувствует? Швы чуть болят, но сойдет. Все нормально? Да. Когда я взяла ребенка, были очень странные ощущения. Она была очень легкой, и
Я боялся уронить. Вообще Александр Санный — это свидетельство на жизнь. Я не хочу ничего наговаривать на ее сестру, но вот этот вот черный рукав, вот этот вот у нее на руке, он может свидетельствовать о 3 вещах. Первое. Это девочка-киберспортсмен, 8000 ММР в доте, и я играю в Counter-Strike. Как вариант, но сомневаюсь. Второй вариант — это травма, и это эластичный, как бы этот, такой специально. То есть она спортом профессионально занимается, но по ее комплекции не знаю, каким она спортом занимается. И третий вариант — это решили прикрыть такие, как бы, отметины на руке, да, которые остались. Она была очень легкой, и я не знаю, что. Я боялся уронить. Вообще Александр Санный — это свидетельство на жизнь для меня. И у меня эмоции такие, самые такие теплые, нежные. Аришку жалко, конечно, она расстроилась, что Коль не приехал. Просто ты посмотри на нее. Она реально, она вмазанная 100%. Смотри просто. Она ждала до последнего, что у него сыграет отцовские чувства, он приедет. И Я, она, конечно, на нее расстроилась очень. Она вид не подавала, но все равно все было понятно. Ну что, поедем? Поедем. Когда мы с дочками уезжали из роддома, я для себя точно Если я ошибаюсь, решила, конечно, что Коля для извиняюсь, меня но- больше не существует. Раз ему не нужны Не, ну наши она правильно дети, говорит значит, сейчас. он для меня пустое место. Правильно говорит. Мы уже 2 недели как дома. Развиваются малышки Сейчас Колян придет, смотрите, фиксируйте просто на мувик. хорошо. К счастью, никаких проблем из-за недоношенности больше не появляется. Но вот справляться мне с ними Колесики маленькие зря у коляски взяли. Это фатальная ошибка зимой. пока очень непросто. Я поняла, что материнство — это реально тяжелый труд, а в моем случае в двойном размере. Один ребенок поел, может заорать. Второй ребенок поел, тоже может заорать, потому что колики в животе у них. И одного успокаиваешь, второй Даже дети орет, развиваются, второго да. успокаиваешь, первый орет. И бывает такое, А что он- они даже вместе орут. Мама взяла отпуск на работе и сейчас полностью во всем мне помогает. Если В общем, вся эта история, она... Что у нас здесь? хоть что-то человеческое, но он мне даже не ответил. Когда я была беременной, я нет, верила Коля в том, всё, что он потерялся вообще. изменится, в то, что он будет со мной. Во все я верила, во все сказки. А сейчас я считаю, что он мне такой уже не нужен. Пошел он, раз такое отношение ко мне. Гад ты, падла, Надоели. Может быть, наконец отстанут от меня и отцепятся. Поймут, что все кончено. С Алиной у нас после родов отношения улучшились. утырок реально, Она даже утырок. иногда соглашается помочь мне Базара с ноль. детьми. Здесь я встану на сторону девчонок, даже таких, но... Ну, утырок конкретный. Черт. Прям не нравится он. Чего смеешься? Забавная. Да-да, очень. Надо На ответственность кого вот иметь. она похожа, как думаешь, на меня или на Колю? Напишите в комментариях ваше мнение. Очень интересно. Колю. Здесь, Друг на конечно, друга. мнения разойдутся. Они обе. Они не похожи, ты чё? Даже Саше смешно стало. Я рада, что мы с Алиной стали ближе. Теперь я понимаю, Саша. что мама с сестрой и есть моя настоящая Кто такой Саша? семья. Моим девочкам уже исполнился месяц, и я полностью вжилась в роль матери. Кормлю я по-прежнему смесью. Внезапно Сначала Саша. кормить грудью было нельзя, а потом у меня молоко почти пропало. Но я не расстраиваюсь, мне даже так удобнее. Я вернулась к учебе и все свободное время посвящаю урокам. Надеюсь закончить техникум и найти хорошую Оказалось. работу. Я хочу работать и буду. Я уже присмотрела пару работ, куда я могу вакансию подать, чтобы работать. Повзрослела неожиданно, да, так скажем? Повзрослела в плане этого. Чтобы жить в кайф. Коля за этот месяц так ни разу к детям и не приехал. Я уже точно решила развестись. А сегодня он приезжает к нам, чтобы завершить еще одно важное дело. Я тебе предлагаю такой вариант. Ты сейчас напишешь отказную.
что ты отказываешься от Анны и Александра. И мы тебя оставим совсем в покое. То бишь никаких алиментов, ничего тебе не будет, тебя никто не тронет. А в 18 лет будет Арине, она разведется с тобой, и все. И гуляй. С уголовной как? Если... Ну, вообще, он как бы обязан переводить бабки, и никуда бы он не делся. ты переживаешь насчет тюрьмы, тебя не посадят, я тебе еще раз говорю. Они тебе не нужны, напиши ты отказ. Ну уж, если вы так хотите, могу написать, что. Пиши. Пиши отказ. Мне проще. Я такой-то, такой-то, паспортные данные. У тебя паспорт с собой? Да, будет. Отказываюсь. Ну ты и конченый. Буду диктовать, будешь писать. О боже. От Мельниковой. Александра Николаевна. Не, выстегнули бы его на самом деле. Это животное выстегнули бы на... Пусть он поддерживал. Отказывается, он там не отказывается. Ну как поддерживать надо? Как им тоже им не вытянуть? 2 ребенка, вы что, угораете, что ли, там? И Мельниковая Анна Николаевна. Это вот эта бабская тема, то, что мы совсем сами справимся, ну такое. Там какая-то копейка прилетала, пусть там вообще копейки, но для такой семьи это хоть что-то. Сашенька. В пользу Мельниковой Арины Дмитриевны. Ну, наконец, надеюсь, они меня больше не будут доматывать, так сказать. Я до последнего не верила, что он согласится написать отказную. И сейчас я реально рада, что он валит из нашей жизни навсегда. Я никогда не пущу больше в свое сердце такого как Колю, потому что Сердце. такие не заслуживают вообще, по-моему, ничего. Согласен. Надо искать с бородой. С бородой красивых, которые не пьют, которые чем-то занимаются, к чему-то стремятся. Да, желательно стримера. Желательно стримера, ну, такого, знаешь, что прям как за каменной стеной, да, чтобы бицуха была 54 сантиметра. Да, хорошая, в общем, чтобы, знаешь, прям крепкий, чтобы крепок был, да. Они ничего и никто в этой жизни. Никто. Я правда чувствую облегчение от того, что избавилась от Коли. Может, мне сейчас и тяжело, но я точно знаю, что с ним было бы только хуже. В будущем я встречу мужчину, который станет мне хорошим мужем и заменит моим девочкам отца. Но пока, кроме Ани и Саши, мне никто не нужен. Я хочу сказать всем девочкам, что если вы хотите детей, но не уверены в мужчине, то не стоит его держать. Просто отпустите сразу. Держать можно собачку, солнышко. Да, а изначально всегда не надо торопиться, надо предохраняться. В первую очередь вы должны плотно, нормально встать на ноженьки. И после этого еще пожить вместе, да, хотя бы какое-то время, чтобы посмотреть, как у вас в быту, чтобы вас эта бытовуха не сожрала. Чтобы каждый выполнял свои функции, и после этого только говорите о детях. Так что будьте разумны и будьте счастливы.